Привет, я Ира и добро пожаловать в блог «Интроверт». Сегодня я расскажу о серии марок, которая посвящена истории Отечественного флота. Выпущена она была в 1971 году. И на первой из марок этой серии «Ботик Петра». Корабль, который был построен в Англии примерно 380 лет назад. Именно на таком корабле, который входил в состав потешной флотилии, юный Петр I на Яузе осваивал азы морского дела. Например, вот этот вот кораблик, ботик под названием «Святой Николай», был водоизмещением 1,5 тонны и длиной в 6 метров. Чтобы им управлять, требовалось до 10 человек, которые сидели на веслах. Сегодня этот исторический корабль можно увидеть в Главном военно-морском музее Санкт-Петербурга и на параде в День военно-морского флота в акватории Невы. Вторая марка из этой серии, на ней первый российский военный корабль «Парусник Орел». Про этот парусник я уже рассказывала в видео про картины на почтовых марках. Корабль этот был спущен на воду недалеко от деревни Дединово в 1668 году. Построен за год, примерно в 130 километрах от Москвы, на верфи, которая была специально для этого создана. Первым капитаном корабля стал голландец Давид Бутлер. Под его руководством 9 мая 1669 года «Орел» отошел от родной пристани, направился в сторону Каспия. Вернуться обратно ему было не суждено, так как, подходя к Астрахани, он столкнулся с казачьими отрядами Степана Разина, которые на тот момент там орудовали, и попал к ним в плен. Дальнейшая судьба парусника неизвестна. Следующая марка, и на ней мы видим парусник «Полтава». Это первый корабль, который сошел со стапелей Санкт-Петербургского адмиралтейства в 1712 году. Заложен же он был после победы под Полтавой в 1709. В честь нее и назван. Корабль нес на борту 54 пушки и по тем временам, по традиции тех времен, был богато украшен сюжетами полтавских сражений. Участвовал в Северной войне, а в конце своей службы использовался как учебный корабль. Еще один корабль, который участвовал в Северной войне, это корабль «Интерманланд», который был назван в честь отвоеванных у шведов территорий. За военные заслуги Петр I повелел корабль сохранить, чтобы потомки помнили про его заслуги, про то, что был такой корабль, но после смерти Петра I в 1738 году за кораблем перестали следить, и постепенно он начал разрушаться, гнить, и его разобрали на дрова. И последняя марка из этой серии – это пароходов-фрегат «Владимир». Эта марка выглядит вот так. Построен корабль был на верфи в Англии, а вошел в историю как первый паровой корабль, участвующий в военном сражении в 1853 году. Причем в его постройке была очень одна интересная история. На тот момент, на середине XIX века, англичанам по их законодательству нельзя было строить военные корабли для других государств. Но в то же время для Российской империи было построено несколько таких фрегатов. Обходили этот запрет просто. Когда корабль закладывали, то закладывали его как пакетбот, то есть почтовое судно с абсолютно мирным назначением. Орудия же на борт кораблей устанавливали уже, когда они возвращались в Россию. Ну и на сегодня это все.
С вами была я, Ира. Спасибо за внимание и до новых встреч в логове интроверта.